Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку необыкновенно вкусные, очень ароматные, легкие, воздушные куличи на сливках. Куличи очень долго не черствеют, идеально держат свою форму, влажные, волокнистые получаются, готовятся предельно просто и быстро, без длительных замешиваний, расстоек и так далее. Формула здесь идеальная, я вам ее покажу, расскажу на все разные формы, поскольку тесто класть. Эти куличи получаются очень экономичные в придачу ко всему. Количество теста для заполнения каждой капсулы, каждой формочки для куличей нам понадобится буквально 1/4. Они получаются действительно бюджетными. Из 1 килограмма муки получится вот такое большое количество куличей, больших, не маленьких. Вот такие слоистые они. Здесь по-честному показываю вам разлом уже на следующий день. Не горячие, а именно на следующий день. Вот так идеально они выглядят. Итак, сначала приготовим опару. Для опары я беру 400 мл сливок теплых. Сливки у меня 12% жирности. Это, по сути, сливки для кофе. 50 грамм сахара и 14 грамм дрожжей сухих, быстродействующих. Дрожжи должны быть свежими, то есть хороший срок годности у них должен быть. Либо же берите 42 грамма обычных прессованных свежих дрожжей. Но лучше брать здесь быстродействующие дрожжи. Смешала дрожжи с сахаром, отливаю немного сливок в сахарно-дрожжевую смесь. Так быстрее всего разойдутся сухие дрожжи. Просто размешиваю вилкой и вливаю все это обратно в сливки. Перемешиваю венчиком, накрываю сейчас эту емкость крышкой и оставляю буквально на 10 минут. Дольше здесь не нужно. Этот шаг, если вы уверены в своих дрожжах, можно пропустить. Здесь показываю для тех, кто не уверен в своих дрожжах. Дрожжи должны начать работать. 3 яйца среднего размера и 2 желтка, тоже комнатной температуры. Соединяю вместе и просто перемешиваю вилкой. Опара уже поднялась вот так, меня все устраивает, дрожжи работают. Если у вас вы увидите, что дрожжи не поднялись и за 20 минут не поднялись, дальше не следует продолжать с ними работать. Это важно. Добавляю туда сейчас яичную смесь, 16 грамм ванильного сахара и 250 грамм сахара добавляю. 100 грамм теплой сметаны, 10% жирности у меня сметана. Можете чуть жирнее брать, но не слишком жирную. Все это просто перемешиваю. Все, естественно, комнатной температуры и даже слегка такое тепленькое должно быть. Но ни в коем случае ничего не должно быть горячим. Добавляю туда 1 чайную ложку с небольшой горкой соли. Соль очень важна для всей дрожжевой выпечки. И добавляю бутылочку ромового ароматизатора. Ни в коем случае не нужно ложками туда заливать в этот рецепт сейчас коньяк или ром. Иначе разрыхлится до такой степени тесто, оно у вас будет крошиться. Это вообще нужно знать здесь. Максимум 1 десертную ложку коньяка можно добавить. И любые цукаты, любые специи, пряности можете добавлять на данном этапе. Я вот добавила только то, что я хотела вот в данном варианте. Здесь у меня килограмм просеянной муки. 1 килограмм муки такой и не сильной, и не слабой. Примерно 12 грамм белка на 100 грамм. На первой скорости из 3 в тестомесе я начинаю соединять муку и жидкую смесь. Аккуратно вливаю струйкой всю жидкую смесь туда. Если вы уже имеете большой опыт работы с таким тестом, вы можете все сразу соединять в тестомесе. Это я показываю для тех, кто будет замешивать, допустим, вручную. Если вы будете вручную замешивать, также в эту миску большую можете просто к жидкой смеси добавлять всю муку. Вручную это тесто также замешивается элементарно, просто и быстро. Просто при наличии тестомеса я это делаю в технике. На 500 грамм муки это также можно замешивать ручным миксером насадками крюк. Ни в коем случае здесь не нужно добавлять больше муки, иначе это все будет испорчено, это тесто не должно быть забито мукой. И вот когда полностью произошло объединение уже этих масс, я слегка убавляю ход миксера и добавляю 150 грамм размягченного сливочного масла. И аккуратно жду, чтобы каждый кусочек вмешался. Если вы будете все это замешивать руками, также, когда смешаются обе массы, вы можете вводить туда аккуратно, по кусочку сливочное масло и вымешивать дальше. Сейчас жду, пока
тестомес у меня размешает все масло с тестом, я добавляю туда 50 грамм растительного масла без запаха. Растительное масло очень важно добавить. Не нужно его здесь заменять на сливочное. И когда я сейчас введу все растительное масло, я буду вымешивать в тестомесе все это тесто еще ровно 10 минут. Если вы будете руками это замешивать, минут 15 нужно будет замешивать. Тоже на первой скорости из 3 я замешиваю это тесто. Так выглядит у меня процесс. Вот прошло сейчас 10 минут. Уже тянутся волокна у теста. Оно слегка подлипает еще к миксеру. Это нормально, это так и должно быть. Вы можете чуть подольше вымешивать в тестомесе, это уже на ваше усмотрение. И тогда будут еще более слоистые волокна уже в куличе. Я просто не очень это люблю, но кто-то любит, и вот поэтому вы можете еще сильнее вымешивать. Я подбиваю сейчас пару минут на столе. Тесто уже практически вообще не липнет к рукам. То есть я ничем не смазывала здесь руки. Все уже собирается в хорошую объединенную такую массу. Вот ровно 10 минут я вымешивала на 1 килограмм муки. Тестомес 700 ватт у меня здесь. Выкладываю все сейчас на стол. Слегка смазала растительным маслом и руки, и стол. Поотбиваю примерно 2 минуты. Вот этот шаг важно здесь сделать, потому что любой тестомес имеет свою определенную траекторию движения, и поэтому тесту зачастую недостает вот такого отбивания. Оно будет еще более нежное тогда и будет очень податливое и очень хорошо будет подниматься. Тесто становится еще более подвижным после вот такого отбивания. То есть какой бы сильный, хороший тестомес ни был, вот этот шаг я все-таки рекомендую вам проделать с отбиванием. Вы видите, уже прямо стекает тесто, вот то, что мне и нужно было. Сейчас я собираю все это тесто опять в колобочек и убираю его на расстойку ровно на 1 час в духовку на 30 градусов, то есть с включенной лампочкой, накрыв крышкой. Тесто у меня поднимется вдвое. Больше ему давать подниматься не нужно. Оно и так будет прекрасно подниматься уже в изделиях. Прошел у меня час, вдвое поднялась масса. Я сейчас его обминаю, добавлю туда цукаты, слегка также смазываю все растительным маслом, и стол, и руки. Тесто уже очень воздушное, оно прекрасно распределяется по столу, оно очень подвижное. Из цукатов я здесь беру, в принципе, небольшое количество. 70 грамм цукатов цитрусовых и 130 грамм сухофруктов вяленой клюквы и изюма. У меня сухофрукты все для перекусов, поэтому я их предварительно не замачиваю. Вы же, если у вас они очень сухие, должны их будете замочить в кипятке и потом очень хорошо просушить и добавить в тесто. Либо же в роме можете выстаивать на ночь, убирать. Сворачиваю вот так все это. Почему больше сухофруктов здесь не добавляю? Потому что тесто очень нежное. Вы же можете добавлять на ваше усмотрение. Сейчас я убираю еще ровно на полчаса на расстойку. Тесто опять поднимется у меня вдвое, уже за полчаса. Также в духовке при температуре 30 градусов я расстаивала. И сейчас уже буду раскладывать по формочкам. Вот такое пышное подвижное тесто, оно дышит, прям очень хорошее тесто получается. Теперь внимание! Формочки 11 см в диаметре и 8,5 в высоту. Добавляю по 240 грамм теста в каждую формочку. Это примерно 1/4. То есть не нужно добавлять здесь больше теста. Я вам потом в процессе видео покажу, что будет, если вы добавите больше теста, какими грибами они будут выпекаться. Это у меня была пробная партия, и я положила чуть побольше теста там. Вот так вот буквально, то есть малюсенькие шарики. Я вам напишу в описании все граммовки на каждую форму, обязательно, потому что это важно. То есть обязательно добавляю буквально по 240 грамм. Можете максимум 250 грамм на 11 сантиметров в диаметре. У меня будет 3 диаметра: 11 сантиметров, 13,5 сантиметров в диаметре и 9 сантиметров. Граммовки расскажу и на 12 сантиметров в диаметре также напишу в описании к данному видео. Делаем вот такой шарик, чтобы сверху никаких цукатов не было видно, и вот так укладываем и оставляем на расстойку.
То есть это тесто очень экономичное. Мы не как по обыкновению здесь на 1/3 заполняем формочки для куличей, а на 1/4 даже. То есть теста нужно действительно крайне мало. Поэтому обращать внимание на это нужно обязательно, иначе у вас выпекутся все эти куличики грибами. На большую форму 13,5 см я выкладываю 360-365 грамм теста. Не больше. Выпечется идеально все. То есть такой маленький шарик и поднимется потом идеально в большие очень куличи. В маленькую форму 9 сантиметров в диаметре я выкладываю по 160 грамм теста. Но можно бы и по 170 даже. Я им дала не так долго расстаиваться, поэтому они у меня вот как бы там на полсантиметра у меня не хватило до конца формы. Это важно. Я считаю, чтобы было все идеально по граммовкам. Я вот люблю это все рассчитать всегда. Вот так мало теста нужно. Остался у меня вот такой шарик, я его сейчас выложу в бумажный стаканчик и также выпеку его. Все формы я сейчас выставила на один противень, это всего лишь с 1 килограмма муки. Такие 3 большие формы, 3 по 11 сантиметров, 3 по 9 и маленький стаканчик. Обязательно это тесто накрываем именно полиэтиленом. Никакое полотенце здесь не нужно, потому что полотенце слишком тяжелое для этого теста. Убираю сейчас на расстойку также в духовку на 1 час, 30 градусов Цельсия, у меня будет включена лампочка. Прекрасно уже расстоится тесто за этот час. Прошел у меня ровно 1 час. Вот так поднялось тесто уже. Маленькие куличи по 11 сантиметров и по 9 уберу уже на выпекание, а большие оставлю еще расстаиваться еще на полчаса. Выпекать буду при 170 градусах Цельсия, режим вверх-вниз, без конвекции. На 2 уровне снизу 20 минут и еще 10 минут потом допекать буду на обдуве, то есть с конвекцией. Если уже у вас нет функции конвекция, еще 15 минут после 20 выпекайте при температуре 170 градусов Цельсия на обычном режим вверх-вниз. Вот так прекрасно выпеклись у меня первые куличи. И сейчас вторые также буду выпекать. 25 минут я выпекала на обычном режиме вверх-вниз без конвекции, на 2 уровне снизу режим вверх-вниз и еще 15 минут с конвекцией выпекала также 170 градусов. В этом рецепте мы допекаем именно с конвекцией для того, чтобы подзолотились, очень хорошо оформились бока, потому что тесто это нежнейшее, вот именно для этого мы это делаем. И вот куличи, которые я вам говорила, пробные, где я положила слишком много теста. На 60 грамм теста в большие именно формы я положила здесь по 420 грамм. Вместо 360 вот такие грибы у меня получились. То есть этого теста нужно очень мало. Меня самую это пугало, потому что я сама выводила этот рецепт. Поэтому я всегда перепекаю несколько раз, чтобы поделиться с вами уже отработанным честным рецептом и идеальными точными граммовками. Вот так выглядит очень горячий этот кулич. Вот такой он мега волокнистый. Это я едва его держу в руках, настолько он горячий, не могу даже дотрагиваться. Кому нужны вот эти волокна? Волокна там есть. То есть кто-то прям вот очень любит посмотреть на эти волокна. Но мне они как бы не принципиально так важны, потому что в разрезе все равно это не так будет видно. Вот так выглядит на следующее утро эта выпечка. Вот такая нежнейшая она. Сейчас разлом покажу уже полностью остывшей выпечки. Это то, что мы с вами выпекали здесь в видео. Это 134 мм в диаметре, то есть 13 см в диаметре. То есть самый большой диаметр кулича я вам тут разламываю, чтобы все вам показать. Вот именно для этого рецепта куличей на сливках очень важно дать им полностью остыть именно в этих бумажных формах. Именно потому, что очень нежнейшее тесто. Уже по-другому я сказать не могу. Они должны полностью оформиться и стабилизироваться в формах. Куличи нежнейшие. И на вкус, и на вид. Они практически не теряют в весе при выпекании. Вот такие они нежные получаются. Слоистость это видна также, но уже более она такая оформленная. И сейчас разрежу. При нарезании практически не крошится. Вы видите, все делаю при вас. Буквально там пару крошечек упало. Вот такой идеальный разрез у них. И вот так они идеально пружинят. И также слоистость вся видна. На моем канале в плейлисте «Куличи» вы найдете рецепты также и других куличей. Это на александрийском тесте, на венском ночном тесте, также на йогуртовом тесте и также рецепты разные глазури для куличей. Нежнейшие. Очень влажные, такие ароматные очень на вкус получаются куличи. Очень советую их приготовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Я всех сердечно поздравляю с наступающим великим праздником Светлого Христового Воскресения и всем желаю от всей души удачной пасхальной выпечки.